Притягательной беспечностью и разухабистостью советский панк Юрий Хой оставался простым воронежским парнем, несмотря на настигшую известность. Загадка смерти, метание души между двумя любимыми женщинами, мистический подтекст песен – все это грани жизни талантливого певца и автора песен о российском быте. Смотри на ходу по ходу. 27 июля культовому рок-музыканту Юрию Хою исполнилось бы 57 лет. Юра родился летом 1964 года в семье Николая и Марии Клинских из Воронежа. Николай Митрофанович, инженер на авиационном заводе, был большим любителем рок-н-ролла и сочинял стихи. Мария Кузьминична, клепальщица с того же завода, обычный советский провинциальный мальчик, ничем не отличался от сверстников. В школе в дневнике красовались в основном тройки, поведение оставляло желать лучшего. И интересные воспоминания есть от его одноклассника. Вот он рассказывает, например, как на уроке зоологии, когда у Юрия спросили там что-то, откуда взялась жизнь, он замялся, не смог ответить. И какой-то его одноклассник, который сидел с ним за соседней партой, он сказал, что ты даже не знаешь, откуда жизнь взялась, ну так посмеялся над ним зло. А мальчик этот, который над ним посмеялся, он был отличником. И пока урок продолжался, Юра взял всякие модели демонстративные и положил, значит, в рюкзак этому мальчику незаметно. И в конце урока он подошел к учительнице и сказал, вот вы знаете, что у нас вот есть такой мальчик, он отличник, но я вас должен предупредить, что он вещи-то крадет из класса. И она подошла к этому мальчику, стала досматривать его рюкзак. Да, а там мыши. Она спросила, откуда это у тебя? На что он стал мямлить, конечно, он не мог ответить, он сказал, я не знаю, откуда это у меня. И Юрий подошел к нему и сказал, ты надо мной смеялся, что я не знаю, откуда жизнь появилась, ты сам не знаешь, откуда у тебя дохлые ящерицы в рюкзаке появились. После получения аттестата Юра учился водить ЗИЛ в ДСАВ и подрабатывал на заводе. Потом Юру забрали в армию, в рядах которой он служил на Дальнем Востоке в танковых войсках до 1984 года. После демобилизации будущий музыкант поступает на службу в ГАИ, где 3 года работает по контракту. По воспоминаниям близких, служба не приносила радости. Ежедневно от Юрия требовали выполнения плановых показателей по числу штрафов, а тот, в свою очередь, не мог наказывать водителей по надуманным причинам. Гаишником 3 года там отпахал, отучился с месяцев, отпахал 3 года, ну и ушел оттуда. Потом устроился на холодильнике немножко грузчиком. Он тут сколько-то работал, не знаю. А потом на ИСК ушел, ее там кто-то позвал, друг или кто-то. На ИСК работал, он тоже сам грузчиком, был тоже грузчиком. Завод. Завод ИСК, да. ТЭС, ВГРС, СК. СК, что такое СК? Что он пускает? ИСК, спирт. Каучук, спирт, там все. Да вон он рядом. Вот. И потом и там-то он и раскрутился. Пошли, друг ее позвал в клуб какой-то, и там стали нагитать, но там все поиграй, он стал петь, и тут он раскрутился. Вот с этого клуба. Играет миллионы, а раскручивается один. Да, играет миллионы, а раскрутился один. Мы помним тебя, простого, скромного и интересного парня, который не стеснялся петь про нашу жизнь без прикрас. И, конечно же, мы слушаем твои песни. Ты остаешься живым в наших сердцах. С днем рождения, Юра!